Всем привет! Сегодня приступаем к написанию кода, и мы будем создавать React-приложение с помощью Byte. Для начала, что такое React? React — это библиотека, полезная для написания интерактивных пользовательских интерфейсов. Вот. Сейчас углубляться в него не будем. В ходе этого учебника мы его будем постоянно разбирать и делать на нем какие-то практические вещи. Но React — это просто библиотека, нам еще нужно наш фронт нашего приложения чем-то собирать. И для этого я предлагаю использовать инструмент Byte. По сути, это вещь, которая нам позволит удобно разрабатывать наш фронт, а когда мы его разработаем, удобно его собирать и поставлять конечным пользователям. Вот. Глубоко в теорию здесь вдаваться я тоже не буду, отмечу только какие-то возможные альтернативы. Да, альтернативы React — это Vue, это Angular и это Svelte. Вот. Vue в моем представлении слишком простенький, Angular слишком сложненький, а про Svelte я особо ничего не знаю. Вот. Но могу сказать, что на практике React очень удобен, если в нем разобраться, он позволяет делать самые поддерживаемые и читаемые веб-приложения. Если кому-то интереснее углубиться в сравнительный анализ этих фреймворков и библиотек, вот, я оставлю какие-то дополнительные обучающие видео, но, как я уже говорил ранее, наш учебник исключительно практический характер носит, вот, и поэтому я буду больше углубляться в то, как делать правильные вещи с использованием предложенных технологий. Так, давайте потихонечку приступать. То есть нам нужно создать white-приложение с помощью React. Вот, можно зайти в Getting Started и посмотреть, что они здесь нам предлагают. Они говорят то, что у них есть возможность интегрироваться много с чем, не считая React. Нас интересует React с TypeScript. Вот. И для того, чтобы это сделать, мне предлагают использовать одну из этих команд. Мы используем pnpm. Вот. И также можно передать нужный нам темплейт. Так, давайте приступим. Ну что ж, надо создать папочку для нашего проекта. Проект у нас учебный, называется IdeaNick. Вот наша папка. И теперь нам нужно ее открыть в VS Code. Код IdeaNick. Открыть. Открыли. Так, теперь нам нужно запустить терминал. О горячих клавишах и прочем будет отдельный урок. Но главное, как-то этот терминал запустить. Это все вот, где терминал. Хорошо. И теперь нам нужна команда для создания приложения. Вводим ее, то есть что мы создадим byte-приложение, которое будет называться WebApp с темплейтом React.js. Ага, он говорит, уже создал. Вот, у нас появилась папочка WebApp. Почему у нас файлы создались не в корне, и нам это хорошо, потому что у нас же будет еще бэкэнд, еще будет shared код между бэкэндом и фронтендом. Пускай все лежит каждый в своей папочке. Вот. Так, теперь надо в нее перейти. Для этого есть команда cd. cd — это переход. Переходим в WebApp. Зашли. И давайте сейчас немножко посмотрим на те файлы, которые у нас создались. После этого попробуем запустить созданное приложение, открыть его в браузере, что-то поменять в коде и посмотреть, как рабочее приложение на это отреагирует. То есть все, что нам нужно, это посмотреть, немножко потрогать. Так, давайте начнем с package.json. Package.json — это файлик, который определяет все зависимости, которые есть у нашего приложения, а также некоторые дополнительные настройки. Мы еще не раз к нему вернемся. Что здесь важно, посмотреть, какие есть зависимости. Вот он создал React, он взял типы для React, и много чего еще. Хорошо, потом readme md — это нам совершенно не нужно. Это какая-то здесь документация, которую мы, по идее, сами должны писать для своего проекта, но здесь просто какая-то дефолтная. Потом, поскольку у нас есть TypeScript, он создал файлик с конфигом TypeScript. Еще раз говорю, ко всем этим файлам мы в учебнике еще раз подступим, глубоко их разберем. Сейчас просто такой верхоуровневый осмотр. Здесь, в общем, настройки того, как себя должен вести TypeScript. Вот. Почему есть второй файлик с настройками TypeScript? Потому что, по сути, наш проект, когда собирается и превращается в конечный JS, который мы поставляем в браузер клиентам, для него нужны одни настройки.
А когда мы работаем с нашим самим по себе вайтом, он же у нас локально, как бы такой получается серверно-локальный код, он что-то делает. Для него нужны другие настройки, и к этому, опять же, мы потом еще вернемся. Потом есть конфиг самого вайта, и он сейчас максимально примитивный, он просто говорит о том, что существуют какие-то плагины, и существуют какие-то плагины, он их применяет. Наш этот файлик потом в будущем сильно разрастется, и мы еще посмотрим, что здесь можно такого хитрого, интересного сделать. Как вы видите, он сейчас у нас, редактор кода, ругается, что что-то он найти не может, потому что мы не выполнили инструкции, которые нам дал сам White. Он просит нас теперь зайти в CD WebApp, да, WebApp, и запустить установку пакетов, как раз таки тех, которые здесь в package.json. Давайте это выполним, чтобы на нас редактор кода не ругался. pnpm install или коротко I. Так, пошла установка. Давайте, пока он устанавливается, пройдемся дальше. Есть индекс HTML файлик. Вот, ну, он, по идее, потом также будет раздаваться нашим пользователям. И вообще все наше приложение, это по большому счету индекс HTML, индекс JS и индекс CSS. Вот эти три файлика, в итоге весь наш код в них соберется, и в этот файл поставится. Этот индекс HTML не такой простой, как обычный HTML. На самом деле он тоже подвергнется в дальнейшем преобразованию. Мы на это еще посмотрим. Вот. Видите, то здесь он импортирует mine.tsx из папки src. Вот, но по факту это TypeScript файлик. На самом же деле TypeScript не может в браузере запуститься. В браузере должен запускать JS. Вот, поэтому при билде нашего приложения через White этот файл все равно будет изменен, он сюда уже будет импортировать генерированный JS файл, поэтому это на самом деле шаблон индекса HTML файла, можно так сказать. Ладно, файлы установились, пойдемте посмотрим, ругаются ли на нас теперь. Теперь на нас не ругаются. Все хорошо, все установилось. Так, потом есть git-ignore. Про git мы уже поговорим в следующем буквально уроке. Но здесь просто задано то, что не должно быть сохранено в git-репозитории по мере нашей разработки. Потом здесь есть ESLint. ESLint – это штука, которая позволяет нам следить за, скажем так, стилем написания нашего кода и убедиться, что он всегда соответствует некоторому заданному нами стандартам через этот файл. Все это еще в каждом отдельном уроке разберем. Так, потом есть папочка public. Здесь просто лежат файлы, которые, как есть, будут розданы нашему клиенту. То есть сюда можно подгружать всякие картинки, возможно, шрифты. Вот. Потом есть папочка src. В ней мы преимущественно будем всегда работать. Вот. В ней есть папочка assets. Видите, и тут картинка SVG, и тут картинка SVG. Если картинки в паблике, они просто как есть раздаются, картинки из assets могут быть импортированы прямо в наш код, вот, и потом они все равно попадут в публичную папку, вот, но уже по-умному в момент сборки проекта. Потом здесь есть файлик white.env.ds, нам его никогда не надо редактировать, это просто какая-то штука для типов, которая нужна white, и все, можно с ней не париться. Потом есть mine.tsx, это, можно сказать, наш основной файл, из которого начинается все приложение, потому что, как мы видели, в индекс HTML импортируется именно он, то есть это отправная точка. И здесь стандартная конструкция React, опять же, нет никакого смысла ее подробно разбирать. Все же нужно понять, что существует где-то элемент с ID root, вот он, и в него нужно вгрузить наше app. Наше app лежит в app.tsx. Вот. Смотрим на app.tsx. Здесь предзаданный какой-то код, который предзадали авторы этого шаблона. Хорошо. И как мы видим, сюда у нас вызываются файлики из React лога, из White лога и app.css. Ну, в app.css какие-то CSS-стили. Мы его скоро удалим, потому что мы не будем использовать CSS, мы будем использовать SCSS. Вот есть еще индекс CSS с какими-то более глобальными стилями, которые импортируются в Mine. Ну вот. На самом деле, мы уже посмотрели все элементы кода. Да, не глубоко, глубоко посмотрим еще в дальнейшем. Давайте теперь попробуем его запустить и посмотрим, как это выглядит. Вот. Как его запустить. Для разработки его нужно запустить с помощью скрипта dev. Как вызвать скрипт из package.json файла? Мы пишем pnpm и название скрипта npm dev. Вот, он у нас все успешно запустил.
копируем URL, переходим в браузер, вставляем ссылку, можно по ней просто кликнуть. Мгм. Вот что-то есть. Хорошо, то есть он запустился, он работает, нас это абсолютно устраивает. Давайте что-то поменяем и убедимся, что это в режиме онлайн меняется в нашем браузере. Ну, вот смотрим, WebTSX, React, White 1 плюс React 2. Сохранили в браузер, а тут уже все как надо. Здорово, здорово. Хорошо, что-то поменяли. Ну, давайте посмотрим еще, какие есть команды здесь по JSON. Смотрите, можно его сбилдить. Что значит сбилдить? Значит подготовить его уже непосредственно к передаче нашим конечным пользователям. Давайте создадим новое окно в терминале. И его здесь сбилдим. npm build. Так, на нас наругались. Потому что мы не в папке WebApp. В папке WebApp npm build. Так, билдит, сбилдил. Видите, появилась папочка dist. Посмотрим, что в ней. А в ней вот индекс HTML файл, но видите, он уже другой. Он взял за основу вот этот индекс HTML и все, что ему надо, там поменял. Вот он оставил div ID root и подсосал нужный JS. Видите, индекс JS со всякой кракозяброй. Кракозябра нужна в связи с тем, что при каждом билде название файлика было бы разное, и оно не было закэшировано. Ладно, а в папочке Assets как раз вот наш index.js, в который все подтянулось, наш index.css, в который все подтянулось. Как мы видим, видите, вот этот вот React был в папочке Assets, и поскольку он был в Assets, он вот так добавляется. А White был просто в папке Public, он поэтому попал просто в корень. Как картинки подсасываются, куда и почему они улетают, это мы тоже разберем в соответствующем уроке. Ну вот. Тут есть еще такая команда. На самом деле, вот этот вот диск можно индекс HTML просто открыть в браузере, и он будет тоже работать, только уже, да, без всякого автообновления во время написания кода. Для того, чтобы его поглядеть, есть вот команда preview. Можем взять pnpm preview. Давайте этот остановим процесс. Остановить процесс — это Ctrl-C. Процесс остановили. Здесь, допустим, pnpm preview. Раз. Вот, да, уже на другом порте. Тоже открываем. Смотрим, вот точно такое же приложение, но оно уже у нас собранное, да, то есть это буквально именно тот самый индекс HTML файлик, который мы только что посмотрели. Вот. А, так, ну, разве что отмечу, какие есть альтернативы у White. Есть популярный Create React App, да, какой-то официальный реактовский, официальный фейсбуковский, но он не очень удобен тем, что он плохо кастомизируется. Есть какие-то сторонние библиотечки для его кастомизации, но они неофициальные. Вот. Есть, можно напрямую использовать Webpack, но это супер заборочно. Вот. Есть еще популярный Next.js, но мне просто не нравится Next.js. Вот. С ним разработка идет медленнее, а преимущества, которые он дает, я лично не ощущаю. Хорошо, все, разобрались. Будем двигаться дальше. Всем спасибо.